Давно мы не снимали видео на русском языке для канала. Решили справиться и вспомнить, каково это — рассказывать об искусстве на своем родном. Причина на то есть. Мы не единственные, кто обратился к великому и могучему русскому языку. Отечественная инди-группа Mana Island, которая в лучших традициях любой среднестатистической инди-группы исполняла свои немногочисленные треки на английском, сейчас вернулась со своим новым EP «Пройдет» с аж 5 новыми треками. Все на русском. Я обычно только одобряю такие вещи. Не то, что я считаю, что петь на английском могут только британцы, американцы, австралийцы и представители других англоговорящих стран. Нет. Скорее, и я даже уже рассказывала об этом в нашей рецензии на альбом Алехандро Гирси «Арки», который теперь тоже поет, и поет на своем родном испанском языке. По моему мнению, писать лирику на родном языке в эмоциональном плане, в плане содержательном, даже сложнее, тяжелее. Мы, конечно, сейчас говорим о той лирике, которая включает в себя хотя бы какой-то серьезный элемент, творческий подход, а не будучи просто радиохит попсой. Когда ты что-то пишешь на своем родном языке, или, на языке, в котором ты чувствуешь себя очень свободно и на котором ты иногда думаешь, то ты чувствуешь его лучше, как с фонетической стороны, так и со стороны содержательной. Ты обладаешь большим количеством средств, с помощью которых ты можешь передать то, что ты чувствуешь, или то, что ты хочешь выразить в своем творчестве. Поэтому, когда исполнитель или группа выбирают записать один трек, несколько треков или целый альбом на родном языке вместо привычного английского, то хочется верить, что в это вложено немного больше работы и больше настоящих эмоций, пусть даже скрытых. Тексты EP «Пройдет» группы Mana Island неплохие. Мне нравится то, что они не настолько банальны, хотя есть там, безусловно, простые моменты и даже смешные моменты. Но иногда в строках вроде «Кесарю Кесарева», «Бедами больно ушатаны», «Не любишь лыжи, лыжника, лыжню» чувствуется перегрузка. Автор или авторы текста будто набирают, собирают эти аллитерации, эти нагружающие конструкции, даже, возможно, неосознанно, окей. Просто игра слов иногда настолько явная, что она становится скучной. Хочется либо чего-то, возможно, более длинного, более сложного, но при этом выраженного проще, либо менее символичного, хотя я не уверена, что лирика Mana Island настолько символична в этом EP, но кто знает. Просто еще на самом деле сложно представить такую лирику на русском языке с таким звуком, с относительно новым звуком для группы, кстати. В плане музыки Mana Island ушли в инди-поп электронику с элементами современного R&B, которая, видимо, с радостью готова заменить все гитары, все ударные прошлого десятилетия. В этом нет ничего ужасного. Мы все шутим, но в глубине души знаем, что это правда. Инди-рок умер. Никому не нужны гитары и ударные. Всем нужна холодная синтетика и тропические биты. Революция в инди-роке произойдет. Просто точно не в России, точно не в ближайшее время. Да и говоря о Mana Island, я вообще не думаю, что им когда-то нужен был рок в их звуке. На новом EP они на самом деле неплохо справляются со своей новой музыкальной составляющей, открыто показывают свой новый стиль, свое новое звучание. Они даже добавляют один инструментальный трек, это интерлюдия, но тем не менее. В заглавном «Кесарюке» мне очень нравятся все синт-линии на протяжении всего трека. Они очень красиво звучат, настолько, что мне даже хочется иметь инструментальную версию этого трека. Но в этом же треке мне безумно не нравится и даже раздражает этот трэп-influenced beat, пришедший из топ-5 хиты недели, причем какого-нибудь 2013 года. На интерлюдии с этой же техникой такие же проблемы. Окей, если послушать эти два трека на русской музыкальной инди-платформе сейчас, то звучать это будет более-менее адекватно, но все равно не без доли какого-то ощущения прошедшей моды поп-продакшена. Это не есть очень хорошо, но синты Кесарюке — это прям супер топ, очень хорошо. Классно, что в треке «Кованые» забиты лупы таких
синтетических наковален. В куплетах получился такой приятный тропический бит. Хотя инструментально этот трек немного скучный, он очень прямой. У него абсолютно посредственная структура. Очень филлерный трек. То же самое происходит с треком «Тест Ахматовой». Мне, кстати, очень нравится название этого трека. Хотя во второй части, безусловно, есть пару интересных моментов перед припевом. Мне очень нравятся струнные детали и такой джаз, чилл, проигрыш. Безусловно, лучший момент в этом треке. Вот закрывающий трек «Мегаватт», он ближе к «Кесарюке» по стилю. У него опять такая северная инди-поп школа, которая более выигрышно звучит с вокалом группы. Но у меня есть вопросы к миксингу на этом треке, особенно в припеве. Там как будто слишком много сдвинутых по-разному дорожек, и звук в итоге получается даже немного грязным. В отличие, например, от очень приятного минималистичного аутро трека. В любом случае, «Кесарюке» — это очень хороший и очень приятный инди-поп. Если бы не трэп-биты, а какой-то другой драм-паттерн, то в моем понимании это было бы даже почти идеально. Просто хотелось бы немного больше экспериментов. Хотя, видимо, уже выбор работы с инди-поп электроникой и выбор петь на русском языке — это слишком много работы для Mana Island, но посмотрим, куда это приведет. Возможно, им стоит попробовать записать такой инди-поп на английском. Мне бы было еще интересно услышать какую-нибудь минималистичную электробалладу от Mana Island. Мне кажется, это очень в их эстетике, по образу, по стилю, по текстам, которые они пишут. Может быть, мода на выпуск EP на российской инди-сцене наконец закончится, и группы начнут выпускать полноформатные альбомы. Желаем Mana Island именно этого, а также больше экспериментировать и все время практиковать навыки поэтического творчества. Все будет хорошо. На канале скоро выходит масштабнейшее видео про все пропущенные ревью за 3 месяца. Я буду рассказывать про безумно крутые альбомы EP, которые мы хотим, чтобы вы все, конечно же, послушали. Также не забывайте, что у нас есть новый музыкальный микс Madly in Love о любви, страсти, желаниях, ненависти и всем таком остальном, с очень разными настроениями и жанрами музыки. Нам очень нравится этот микс, и хочется порадоваться, потому что наконец наступает летний музыкальный фестивальный сезон 2017. Ура всем предстоящим концертам, ура всем предстоящим музыкальным фестивалям. Мы надеемся, что вы решили, куда поехать и куда сходить. Если еще не решили, то на некоторые летние фестивали еще есть билеты, также есть ресурсы, реселлеры. Посмотрите наше видео про летний фестиваль 2017. Для тех, кто в Москве сейчас или будет в Москве 1 июня, мы всем настоятельно советуем сходить на Humiliated. Это невероятно крутая экспериментальная группа из Лондона, мешающая панк, постпанк и электронику. Все люди, которые живут в Англии, которых я читаю, и которые были на их концерте, все фанаты панка, постпанка и экспериментальной музыки сходят с ума сейчас по этой группе, поэтому тот факт, что они приезжают в Москву и дают концерт, на который, кстати, очень несложно попасть. Это безумно круто, не пропустите такую возможность, послушайте Humiliated, послушайте качественную экспериментальную музыку. Также можете поставить лайк на этом видео, можете сделать репост этого видео, можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео на нашем канале, которые, конечно же, почти все на английском языке, но у нас есть пару видео на русском, и периодически мы будем делать видео на русском, если русские группы будут выпускать интересный музыкальный материал. Всем хорошего дня, вечера, ночи, утра, и не жарких последних дней весны. Пока-пока. Peace out.